Много существует рассказов о жизни разных людей от рождения до смерти. Но есть легенда о пути человека от смерти до рождения. Ее рассказал сам путник. Послушаем легенду. Познаем другую сторону или изнанку мира. Поймем, что такое человек. А. Ухожу из мира плотного. Итак, я покинул свое физическое тело навсегда. Хотя я и уходил из него каждый день на несколько часов, но всегда возвращался. Это называлось сном. А на сей раз я скинул его совсем, чтобы, как изношенное старое платье, больше не надевать. Ибо пришел срок моего ухода из мира плотного. Этот срок был установлен владыками кармы при моем рождении. Длительность жизни в мире плотном определена каждому человеку. Оставленное мною плотное тело служило мне проводником жизни в плотном мире. Оно было инструментом для действия в нем, не более. Отбросив его, я тем самым лишился возможности жить в этом мире, и он перестал для меня существовать. Правда, я пока еще не совсем ушел из плотного мира. Я сбросил только плотную часть физического тела, состоящую из твердых, жидких и газообразных частиц, то, что затем получило название холодного трупа. Я унес с собой всю жизнь этого тела, теплоту, электричество и прочие энергии, то, что на Востоке называется эфирным телом. Имея своей внешней оболочкой только это эфирное тело, я стал невидимым для находящихся в плотном мире. При сильном желании я мог бы принять видимость привидения и показаться своим близким в виде облачной фигуры. Но я не сделал этого, ведь увидевшие меня могли бы испугаться. Тем более, что в момент ухода из плотного тела я был очень занят. Я переживал свою жизнь вновь. В эти короткие секунды передо мной прошла панорама всей моей жизни. Из всех забытых закоулков и углов выступили картина за картиной, одно событие за другим. В мой смертный час выявился преобладающий смысл всей жизни, выяснилась ее руководящая мысль. Я увидел себя таким, каков я есть на самом деле. Торжественно была та минута, когда я стал лицом к лицу со своей жизнью. Как было хорошо, что все, кто присутствовал у моего смертного одра, держали себя тихо и благоговейно. Они сознавали себя в торжественном присутствии смерти и торжественно молчали. Ничто не отвлекало меня от обзора проносящейся перед моим внутренним взором истекшей жизни. Никто не нарушал покойного течения мысли. Те, кто врывается со своим личным огорчением в тишину, так нужную для отходящего, поступают эгоистично и грубо. Громкие плачи и шумные жалобы могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание. Недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался. Примерно через 36 часов после смерти я вышел и из эфирного тела, которое некоторое время носилось над могилой тела плотного. Скинутое эфирное тело может быть иногда видимо сенситивным людям на кладбище, как привидение. Через несколько недель оно распадается и рассеивается в воздухе. Б. Живу в мире тонком. Освободившись от физических тел плотного и эфирного, я очутился в другом мире, мире тонком, который стал теперь для меня видимым и реальным. Я сам остался тем же, как и был, только теперь моим внешним телом стало тело тонкое, носитель и проводник желаний, чувств, эмоций. Обладая этим телом, с его органами восприятия, тонким зрением и прочим, я сразу же мог принять участие в жизни тонкого мира и его обитателей. Это тело я имел и раньше, в мире плотном, только там оно было невидимо, скрыто за грубой оболочкой плотного тела. Посредством этого тонкого тела я мог желать, выражать свои чувства. Эта возможность оставалась в полной мере и в мире тонком. Только в земной жизни я мог скрывать свои чувства, желания, эмоции. Теперь же в тонком мире они стали зримыми, как в мире плотном было видимо плотное тело. Тонкий мир есть
не столько какое-то особое место, сколько состояние, в которое я погрузился после утраты физического тела. Мое сознание осталось таким же, каким оно было в плотном мире. Все ушедшие продолжают нести в тонком мире такую же жизнь, какую они вели, будучи на земном плане существования, часто даже не сознавая, что они перешли в иной мир. Всякий вовлекается в порожденный им самим мир и в такое состояние, которое порождено самим человеком. Все чувствования в тонком мире зависят от развития и состояния сознания. Поэтому каждый находит там свой ад или свое чистилище, или свой рай. Тонкий мир содержит 7 планов или сфер, соответственно различным устремлениям его обитателей и, соответственно, разным ступеням их духовного и интеллектуального развития. Это деление слоев тонкого мира не совпадает с условными классами Земли. Если в плотном мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную сущность и занимать несоответствующее его развитию место, то в тонком мире это абсолютно невозможно. Там всякий попадает в такую сферу, которой он своим духовным развитием достиг. Да, в тонком мире никак нельзя быть лицемером и облекать грязные мысли покровом кажущейся добродетели. Если даже в земной жизни люди преображают свою видимость по страстям, и лицо развращенного и спившегося негодяя принимает самое отталкивающее выражение, то в тонком мире внутренний характер непременно выражается и внешним образом. Каков человек есть на самом деле, таков и его внешний облик. Он или сияет красотой, если его душа благородна, или же отталкивает своим безобразием, если природа его грязна. В тонком мире каждое побуждение сразу же вызывает соответственное изменение внешнего вида. Зверские аппетиты формуют тонкое тело в звериные облики, дурные страсти обезображивают его до ужасных степеней. И что самое замечательное при этом, сам человек никогда не видит своего самопреображения. Предвидя такую участь, не стоит ли позаботиться о своем облике заблаговременно? Не стоит ли приучиться в мире плотном мыслить так, чтобы в мире тонком ни перед кем не устыдиться? Ведь если сам человек вполне уверен в добром качестве своих мыслей, то ему нечего опасаться, ему ни на миг не придется смущаться своим обликом, а он может быть и прекрасным. В тонком мире существует и подобие ада. Состояние преступников и порочников в низших слоях тонкого мира очень мучительно. Ярые, злобные и жившие лишь чувственными наслаждениями, они очень страдают из-за невозможности утолить свою злобу и плотские страсти, ибо у них здесь нет орудия для этого — физического тела. Они буквально горят в пламени своих неутоляемых страстей. Сферы тонкого мира отличаются одна от другой по плотности. Эти различия в свойствах материи тонкого мира являются причиной того, что существа, пребывающие в одной сфере, отделены от существ, находящихся в другой, и только обитатели одной и той же сферы способны приходить в общение. Мир тонкий устроен так чудесно, что обитатель любой сферы может посещать все ниже лежащие сферы, но для того, чтобы подняться в более высшие сферы, он должен достигнуть соответствующего развития. Обитатели тонкого мира являются источниками света. Они сами светятся, освещая собой и то пространство, в котором находятся. Но светоносность каждого существа тонкого мира зависит от достигнутого им большего или меньшего духовного совершенства. Отсюда понятно разделение на светлых и темных. Светлый тот, кто светится, а темный света не излучает. В низших слоях тонкого мира царят сумерки, ибо свет их жителей слабый. Они не умеют думать о свете. Чем выше сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние. Жители тонкого мира, которые хотят света, не имеют недостатка в нем. Светлая мысль рождает свет. В тонком мире голос не нужен и заменен быстрой мыслью. Тут воспринимаются не слова, но мысли. Тут сообщаются мысленно и не нуждаются в разных языках.
Чудесна возможность думать на своем языке и в то же время быть понятным жителями разных стран. Очень увлекательная возможность в тонком мире творить из тонкой материи своею мыслью все, что угодно, что только человек желает. Чем богаче воображение человека, тем разнообразнее творчество его, и чем культурнее человек, тем прекраснее оно. Поэтому все мечтатели, поэты, художники имеют здесь безграничные возможности применить все свои способности и устремления. Освободившись от физического тела, я почувствовал себя свободным от многих стеснительных обязанностей. В тонком мире не нужно готовить себе пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об одежде, также нет надобности и в отдыхе. Поэтому я имел здесь много свободного времени, которое я посвятил расширению сознания, наблюдению небесных миров и изучению законов природы. Возможности обитателя мира тонкого с точки зрения плотного мира удивительны. Здесь я мог с недоступной для земного понимания быстротой переноситься от одного предмета к другому, из одного места в другое. То, что для земного человека является фантазией, сказкой и чудом, здесь есть самая настоящая действительность и реальность. Все те сказки, в которых говорится о шапке-невидимке, о ковре-самолете, о добрых и злых феях и прочем, все это написано авторами, которые помнили о законах и явлениях тонкого мира. Тонкий мир есть не только наше состояние, он целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Только законы и условия жизни тонкого мира совершенно иные. Так пространство и время там воспринимаются совсем иначе. В тонком мире тысячи земных лет могут показаться мигом и один миг вечностью. Но ведь и на земле бывает, что человек, погруженный в радость творчества или счастья, не замечает, как протекают годы, а одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой. Да и во снах можно убеждаться, что для самых содержательных сновидений не требуется времени, мгновенно воспринимаются самые сложные действия и усваиваются долгие беседы. Обитатели тонкого мира совершают перелеты в тысячи земных миль в несколько секунд. Там нет понятия «близко» и «далеко», ибо все явления и вещи одинаково доступны зрению, вне зависимости от удаления их от наблюдателя. Также там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. Внешний вид тонкого мира тоже иной. Светящаяся материя этого мира не походит на покровы земные. Цветы успевают в богатстве форм, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее, и гуще земных. Также и образы гор и морей в преображенном состоянии. Кто видел цвета тонкого мира и слышал его звучание, тот понимает, что для такого мира лучшее определение — тончайший. И вот кончился срок моего пребывания в тонком мире. Пришло время мне умереть и здесь. Это значит сбросить с себя уже изношенное тонкое тело и самому перейти в следующий, высший мир. Сброшенное тонкое тело, ставшее тонким трупом, через некоторое время распадается, возвращая свои материалы в общий резервуар тонкой материи. В. Блаженствую в мире огненном. Когда связь с тонким телом окончательно порвалась, я погрузился в короткую бессознательность. Затем я пробудился от ощущения блаженства, яркого, безграничного, невообразимого для земного сознания. Я проснулся с чувством невыразимой радости, мира и покоя, превышающего всякое представление. Самые очаровательные мелодии тихо звучали вокруг меня, нежнейшие оттенки светящихся красок волновались перед моим открывшимся зрением. Самый воздух казался световой музыкой, все существо насквозь прониклось светом и гармонией. Затем сквозь золотую дымку начали нежно выступать любимые лица, утончившиеся в красоту, которая отражала их благороднейшие эмоции, незапятнанные тревогами и страстями низших миров. Как передать словами блаженство этого пробуждения, сияние этой первой зари небесного мира? Что же это за мир, в котором я очутился?
Это был мир огненный, вернее, та часть его, которая называется миром мысленным. Это мир сознания, работающего как мысль, мир разума, но не того, который проявляется через мозг, а того, который свободно действует в своем собственном мире, не стесняемой физической материей. Здесь моим внешним телом стало тело огненное или тело мысли, проводник или носитель мышления, конкретный ум, интеллект. Он создает конкретные мысли. Его метод — логика внешнего мышления. Он показывает, рассуждает, делает выводы. Я имел это тело и в земной жизни, только тогда оно было скрыто за покровами тонкого и плотного тел. А теперь оно обнажилось и стало внешним. Оно построено из духа материи мира мысленного и обладает более или менее развитыми органами восприятия этого мира, в зависимости от культурного и духовного развития человека. Жизнь в мире огненном более деятельна, чем в мире тонком, и формы ее более пластичны. Духоматерия этого мира гораздо сильнее оживотворена и более утончена, чем наивысшая материя тонкого мира. Материя мысли заставляет материю чувства казаться неуклюжей, тяжелой и тусклой, хотя по сравнению с физической материей она казалась столь волшебно прозрачной и светлой. Нет теней в огненном мире. Светоносность всех частей этого мира дает непрерывное свечение. Сияние аур, как своды облачные, лучи, как потоки и водопады. Цветы огненные отличаются сиянием, их можно сравнить со строением роз. Малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. В мире мысленном все, что человек думает, воспроизводится немедленно в формы, ибо разряженная и тонкая материя этого мира есть та же, из которой состоят формы наших мыслей. Она есть та среда, в которой проявляется наше мышление. И материя эта складывается немедленно в определенные очертания при каждом воздействии на нее мысли. Вот почему каждый человек действительно создает сам свое небо, и красота всего окружающего бесконечно повышается, соответственно, богатству и энергии его мысли. По мере того, как человек развивает свои духовные силы, его небо становится все более и более утонченным и прекрасным. Все ограничения в мире мысленном создаются самим человеком, и поэтому небо каждого расширяется и углубляется одновременно с расширением и углублением души. Разделения во времени и пространстве в огненном мире не существует. В этих небесах мы постоянно находимся с теми, кого мы любили и почитали во время земной жизни, ушедших ранее или все еще живущих на земле. Мы видим их около себя, таких же счастливых и блаженных, как мы сами, в той форме, которую мы любили на земле, и сохраняем полное сознание наших земных отношений, ибо в мире огненном расцветают все земные ростки любви. Когда дело идет об истинной связи между двумя душами, общение в мире огненном или мысленном теснее, ближе, нежнее, чем все, что мы знаем на земле. Ибо тут нет преград между одной душой и другой. И в полном соотношении со значительностью душевной жизни на земле будет и значительность душевного общения в огненном мире. Пространство не имеет здесь разъединяющего значения, и каждая душа может прийти в соприкосновение с другой душой, лишь направляя свое внимание к ней. Такие сообщения происходят не только с быстротой мысли, но и с совершенной полнотой, если души стоят на одинаковом уровне эволюции. Вся мысль молниеносно переносится от одной души к другой, вернее сказать, каждая душа видит, как создается мысль в другой душе. В течение этого состояния человек пожинает награду своего бескорыстия на земле. Он совершенно поглощен блаженством своих личных земных привязанностей, предпочтений и мыслей и собирает здесь плоды своих достойных действий.
Никакая боль, печаль, ни даже тень горя не омрачает светлый горизонт его чистой радости. Мир огненный есть мир блаженства и радости невыразимый. Но он представляет собой еще и нечто большее, чем место блаженного успокоения для утомленной души. Все, что было ценного в умственных и нравственных переживаниях человека в последней его земной жизни, здесь подвергается глубокой внутренней переработке и постепенному претворению в определенные умственные и нравственные качества, которые он понесет с собой в следующее воплощение. Жизнь в мире мысленном вовсе не блаженный сон в стране цветов и не бесцельная праздность. Это страна, в которой ум и сердце развиваются, свободная от грубой материи и от мелочных забот, страна, где обеспечивается прогресс будущего. Продолжительность времени, протекающего в этих небесах, зависит от количества материалов, которые человек приносит с собой из своей земной жизни. Житва, пригодная для питания и претворения в мысленном мире, состоит из всех чистых мыслей и эмоций, зарожденных в течение земной жизни, всех умственных и нравственных усилий и стремлений, всех воспоминаний о бескорыстном труде на пользу ближних, всего, что может быть введено в душевный строй и, следовательно, может служить развитию души. Так я пребывал в мире мысленном в течение периода, соответствующего принесенному духовному запасу. Здесь все доброе, совершенное в последней жизни, получило свое полное осуществление. И когда все уже было исчерпано, когда выпита последняя капля из чаши радости, когда все, что было переработано в способности, все, что обладает вечной ценностью, вошло в меня самого, и я сбросил с себя последнюю из всех своих временных оболочек, тело мысли, которое растворилось в мире мысленном. Я же достиг своей истинной родины, мира огненного. Да, мир огненный — это истинная родина человека, это его страна, в которой он дома. Сюда он возвращается после путешествия в мир земной, в долину слез, куда он отправляется как в школу, чтобы поучиться и собрать опыт. Здесь сам человек, его бессмертная часть, переживает, ничем не обремененный, свою собственную жизнь, в полной мере того самосознания и ведения, которых он успел достичь. Мир мысленный и мир огненный в сущности являются одним большим миром мысли. Первый — мир конкретной мысли, второй — абстрактной огненной мысли. Поэтому мир мысленный можно считать низшей сферой мира огненного. В высшей сфере подлежит претворению все сверхличное мышление, то есть те мысли, которые относятся до высшей абстрактной области. Высшая сфера мира огненного, место пребывания бессмертного человека, состоит из 3 подразделений, и человек остается в одном или другом сообразно ступени своей эволюции. На первом, низшем уровне пребывает огромное большинство из 60 миллиардов душ, составляющих массу нашего человечества. Это отсталое большинство поднимается только до низшей сферы мира огненного, и то лишь на короткое мгновение после того, как все временные оболочки сброшены. На один миг такая душа пробуждается к сознательности. Молниеносное воспоминание освещает все ее прошлое, и она видит все зачавшие его причины. Такая же вспышка предвидения освещает ее будущее, и она видит все последствия, которые произойдут в ее ближайшем существовании. Это все, что большинство людей способно испытать в этой области мира огненного. Но есть души, которые во время своего земного существования приготовили мышлением и благородной жизнью тот посев, с которого жатва снимается именно в этой области мира огненного. Здесь они начинают испытывать истинную жизнь человека, достойное существование самой души, не стесненной оболочками, которые все принадлежат низшим мирам. И здесь человек узнает свое собственное прошлое и разбирается в причинах, которые он сам вызвал к жизни. Он отмечает их взаимодействие и проистекающие из них последствия, и даже видит нечто из их влияния на предстоящее ему в будущей жизни.
В следующей, второй области мира огненного, пребывает сравнительно небольшое число душ высокой эволюции, которые проявляются во время их пребывания на Земле врожденной культурностью и природной утонченностью. Это те души, которые во время земного существования посвящали всю свою энергию высшей умственной и нравственной жизни. Для них уже нет покрова, скрывающего прошлое, их память совершенна и непрерывна. В третьей, наивысшей области пребывают бессмертные «я» учителей и посвященных, адептов и их ближайших учеников. Г. Что такое «я»? Я пережил несколько смертей, сбросив через определенные промежутки времени одну за другой все свои временные оболочки. Тело плотное и эфирное, затем тело чувств, наконец, тело мысли. И теперь я остался сам с собой, не имеющий более что сбросить. Значит, более не умирающий. Значит, бессмертный, вечный. Что же такое это бессмертное, вечное «я»? Оно троично. Самая высшая часть — это частица божества, искра духа огня, луч абсолюта. На Востоке она называется атма. Это божественное ядро заключено в буддхи, духовную душу, духовный разум, тело блаженства, то, что называется сердцем, способность прозрения, способность проникать в сущность вещей путем мгновенного озарения, интуиция или чувствование. Соединение атма и буддхи образует зерно духа, божественную вечную монаду. Это огненное зерно духа неуничтожаемо и неизменно, нерушимо и вечно. Оно одинаково у всех людей. Оно является бессознательной основой каждого человека. Манас или мыслитель — это высший разум, ум абстрактного мышления, ум идей, самосознания. Он соответствует логике огненного синтеза, озаренного светом интуиции. Это нетленная сокровищница всех результатов жизненных опытов и переживаний, достойных сохранения. В ней хранятся расприобретенные умственные и нравственные качества, иначе они не могли бы возрастать. Атма, буддхи и манас вместе составляют бессмертное «я» человека. Этот вечный человек, индивидуализированное божественное «я», является действующим лицом в телах, в которые он облечен. Его присутствие и дает это чувство «я», одинаково и телу, и душе. Будучи самосознательно, это «я» часто самообманчиво отождествляет себя с той из оболочек, в которой оно действует наиболее энергично. Например, у человека чувственного его «я» сливается с физическим телом и с природой желаний, тонким телом. Из них извлекает он свои радости и мыслит себя и эти тела как одно, ибо вся его жизнь в них. Для ученого его «я» заключается в разуме, потому что из деятельности последнего вытекают все радости ученого, в нем сосредоточена вся его жизнь. И только немногие могут подняться до абстрактных высот духовной философии и почувствовать вечного человека как свое истинное «я». Влияние и воздействие высшего «я» на свои тела называется совестью, когда дело касается нравственности, и вспышками интуиции, когда они просветляют интеллект. Если эти последние настолько постоянны, что становятся нормальными, их совокупность называется гением. И каждый из нас носит в себе это вселенское сокровище, этот огонь единый, неизменный для всей Вселенной. Этот вечный человек не имеет непосредственного проявления в низших мирах. Для этого он нуждается в проводниках, телах, соответствующих тем мирам, в которых он проявляется. Совокупность приходящих оболочек, посредством которых человек действует в мирах мысленном, тонком и плотном, называется на Востоке личностью. Она создается для каждого земного воплощения. А высшая триада атма, буддхи,
Манас — это бессмертное древо, которое выделяет из себя личности, подобно листьям, существующим в весеннюю, летнюю и осеннюю пору земной жизни, называется индивидуальностью. Она живет вечно. Она облекается в тела и сбрасывает их так же, как человек надевает на себя одежды новыми и снимает старыми. Она — вечный собиратель достижений множества воплощений. Процесс ухода из физического воплощения, называемый смертью, не составляет никакой разницы для индивидуальности. Сбросив все тела, вечный человек остается самим собой. И тогда он снова у себя дома, хотя в сущности он и не покидал свои обители. Он лишь сосредоточивал часть своего сознания и воли через посредство проводников из низшей материи. Человек живет и проявляет свою деятельность в трех мирах: в плотном — своими поступками, в тонком — своими желаниями, в мысленном — своими мыслями. Для каждого из этих миров человек обладает телом или проводником сознания из материи этого мира, которая служит ему средством познавания этого мира и для общения с ним. Человек пользуется этими проводниками в течение более или менее продолжительного времени, а когда он перестает нуждаться в них, он отбрасывает их прочь. То, что мы называем жизнью и смертью, для индивидуальности есть лишь временное устремление части ее сознания на низшие миры, а затем возврат сознания на высшие миры. Смерть — лишь перемена, освобождающая человека от самой тяжелой из всех связывающих его цепей. Смерть — лишь рождение в более широкую жизнь, возвращение после краткого изгнания на землю в истинную обитель человека, переход из темницы к свободе горного воздуха. Смерть есть величайшая из земных иллюзий. Смерти нет, есть только перемена в условиях жизни. Д. Собираюсь снова родиться. Когда кончился срок моего пребывания в мире огненном, для меня, как и для каждого мыслителя, пришел момент ясновидения. На одно мгновение я увидел свое прошлое и причины, созданные в этом прошлом, которые будут действовать в моем будущем, и общие очертания моего ближайшего воплощения развернулись передо мною без покрова. Каждый приступающий к новой земной жизни имеет искру просвета, когда он понимает, какой груз заставляет принять то или иное испытание. Так обуславливаются задания земной жизни. Что заставляет возвращаться на землю? Закон космический. Как голод толкает голодного к пище, так закон воплощения устремляет готовый дух к сроку его воплощения. Наступает момент, когда он начинает остро чувствовать магнитное притяжение к земному воплощению, ибо лишь Земля есть то горнило, в котором трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление новых. Высокий дух не противится естественной смене бытия, он радуется возможности совершенствовать новую сторону своей жизни. Он помогает находить трудные задачи, чтобы на них испытать обновленное сознание. Высокий дух стремится к трудному пути. Нелегко подойти к земным сферам от мира высшего. Это ныряние можно сравнить с работой водолазов. Как водолаз должен надевать тяжкий доспех, чтобы противостоять давлению океана, так идущий на землю должен окружить себя тяжкой плотью. Опытный пловец с высоты бросается вглубь вод. Возвращаясь на поверхность, он ощущает смелость и радость. Так и сознательный дух погружается в материю плоти, чтобы вознестись опять в горные сферы. Опыт делает такое испытание радостным. И вот когда кончился срок моего пребывания в мире огненном, я опустился в мир мысленный. Я излучил некоторую часть энергии в вибрациях, которые привлекли ко мне материю мира мысленного и облекли меня в нее. Из нее я построил при помощи высших сущностей тело мысли для начинающейся новой главы из вечной истории моей жизни. Когда было построено тело мысли, я вместе с этим телом опустился в мир тонкий. Мои энергии, продолжающие стремиться наружу, собрали вокруг меня также материю тонкого мира. Из этой материи было построено мое тонкое тело, тело желаний.
Дальше я построил эфирное тело из эфирной материи плотного мира. Эфирное тело есть точная копия будущего физического тела, вернее, его оригинал, ибо оно существует раньше физического. Последнее в своем утробном периоде точно копирует его. Когда все эти оболочки были созданы, наступило время физического рождения. Высокоразвитый человек, который живет высшим сознанием, выбирает семью, в которой ему надлежит родиться сам. Для неразвитых людей этот вопрос решается владыками кармы. Они определяют семью и условия, в которых такой человек должен родиться, руководствуясь теми желаниями и стремлениями, которые человек обнаружил в прежней жизни, иначе говоря, теми следствиями, которые он создал. Физическое тело дается человеку его родителями, причем они могут передать ему лишь физическую наследственность, характерные особенности той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это единственная наследственность, которую человек получает от родителей. Все остальное в новую жизнь он приносит сам. Умственные и нравственные качества не передаются от родителей к потомкам. Так гений не бывает преемственным, гений не передается от отца к сыну. Вместо того, чтобы быть завершением постепенно совершенствуемой семьи, гений появляется совершенно внезапно. Если он имеет потомство, то передает ему только свои телесные качества, а не духовные. Ребенок гения часто родится тупицей, а обыкновенные родители дают жизнь гению. Пятая легенда. Легенда о вечной жизни. А. Из зверей становимся богами. В предыдущей легенде было рассказано, как человек после смерти в плотном мире и жизни в мирах тонком и огненном снова возвращается на землю для следующей жизни. Так повторяются жизни каждого человека. Надо вдуматься в слово «человек». Оно означает «дух» или «чело», проходящее веками. В одном слове выражена вся смена воплощений, вся ценность сознания. Бесконечным рядом последовательных жизней человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в мире огненном, претворяется в способности и в характер человека. С этими способностями и с тем характером, который создался в предыдущих жизнях, человек появляется в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни. Так развивается его сознание. Эта эволюция сознания каждого человека происходит по определенному плану, который состоит в раскрытии его дремлющей божественности. Выполняя этот план, человек изживает свои отдельные жизни, и каждая его жизнь как бы один день в школе вечной жизни. Так люди, наставляемые великими учителями мудрости, учат уроки, необходимые для перехода из одного класса в другой. Для молодой души, недавно вышедшей из животного состояния, план учения — эгоизм с его неумолчно настойчивым «я хочу это», чтобы усилить центр ее индивидуальности. Так учатся люди первого класса. Они еще совершенно не развиты. Их умственное развитие только в зачатке. Они не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую природу. Рождаются они среди дикарей и в полуцивилизованных расах, а также в отсталых и преступных типах цивилизованных обществ. Они воплощаются подряд много раз в одной и той же подрасе, имеют небольшой перерыв между воплощениями, хотя и могут быть задержаны на долгое время в низших областях тонкого мира. Но после многих жизней в классе дикарей план меняется, и урок, который человек должен постепенно выучить, это не я, а мы. Он должен теперь научиться делиться с другими, а не требовать для себя одного. Второй класс — это люди заурядного развития, с ограниченным мировоззрением, умственный горизонт их не выходит за пределы их семьи, их государства или национальности. Перевоплощаются много раз в одной и той же подрасе, имеют небольшой отдых в небесных областях, продолжительность которого зависит от достигнутых в жизни успехов в своем духовном развитии.
Эти два первых класса, дикарей и цивилизованных, представляют собой более 0,9 всего человечества. Затем приходит следующая духовная ступень, когда желание разделить бремя других становится основной нотой жизни человека. «Дайте мне помочь вам», — так говорит план Логоса сердцу человека, стремящегося к духовности. Третий класс — это культурные люди, которые стремятся к каким-нибудь высоким целям, имеют какие-нибудь высокие идеалы. Их умственный горизонт расширился до понимания единства человечества. Перевоплощаются они 2-3 раза в каждой подрасе. Срок между воплощениями различный и может продолжаться до столетий и тысячелетий, в среднем 700-1200 лет. Четвертый класс — ученики учителей мудрости, сознательно творящие свое будущее. План Логоса для ученика — жить во имя своего учителя, становясь с каждым днем все более благородным стражем и более благородным проводником той благодати, которую учитель создает для мира. Ученики добровольно отказываются от продолжительного блаженства в мире огненном, на которое имеют право, для того, чтобы ускорить свою эволюцию, и перевоплощаются тотчас после смерти. Каждый из них имеет учителя, который сам выбирает для него семью и условия, в коих он должен родиться. На самой последней ступени, на ступени учителя мудрости, план Логоса завершается вполне, и душа живет в невыразимом единстве человека и Бога. «Не своей воли ищу, но воли Отца, молитва Его действия». Пятый класс — редкие цветы человечества, которые закончили свою человеческую эволюцию, достигнув богочеловеческого состояния, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию для целей эволюции, для блага человечества. Когда учитель принимает рождение, он сам решает, когда и где ему родиться, ибо он абсолютный хозяин своей судьбы. Итак, сроки пребывания в иных мирах чрезвычайно различны. Условия могут меняться от нескольких месяцев до тысячелетий. Все зависит от развития и зрелости человека. Всякая жизнь есть определенный урок, определенное задание, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении поставленной ему задачи, он двигается в своей эволюции быстрее. Если он менее успешен, он много раз возвращается в те же условия, в ту же обстановку, в которых он не оказал успеха. Б. Шагаем по эпохам. Коренные расы и их подрасы выполняют свои роли в драме жизни, чтобы дать опыт нам. Вот почему иерархия вносит в подрасы физические различия и помещает их то среди гор, то по берегам морей. Вот почему иерархия посылает в подрасы различные аспекты единой истины, выраженные в религиях и философиях, которые появляются в различных подрасах под ее руководством. Представим себе душу, рождающуюся поочередно в каждой подрасе. Начиная с рождения в первой подрасе атлантов, какой своеобразный опыт будет у души, воплощенной в примитивном, великаноподобном человеке. И как различен будет этот опыт во второй подрасе, у горца, молчаливого и выносливого, чуткого к переменам солнца и облаков. Воплотившись в Толтека в Атлантиде или Перу, она будет иметь опыт администратора в одном из удивительнейших патриархальных правлений, которые составляли славу толтеков. Такой администратор взял бы на себя всю тяготу забот о благосостоянии какой-нибудь деревни или провинции, учась при этом подавлять свою личность в пожизненном служении своим согражданам. В качестве туранского колониста человек привыкает странствовать в поисках за новыми землями и бороться с природой на новых поселениях. В качестве воинственного первобытного семита он учится быть прежде всего борцом, развивающим быстроту решений и сознающим, что его жизнь принадлежит не ему самому, а племени. Как мореплаватель и торговец в ваккардийской подрасе, человек познает магическую силу моря.
Он познает необходимость учитывать психологические моменты в распределении товаров и разовьет умственную силу в деловом соревновании. А затем, как китаец-земледелец, не оставляющий никогда фермы, унаследованной от предков, как близко узнает он немногочисленных жителей своей деревни, деля их заботы и горести, и научась познавать внутренний смысл жизни вдали от шума войн и торговли. Следя за странствованиями души в ее новых рождениях, остановимся на ее появлении среди пятой расы. Наверное, жизнь в Индии оставила свой неизгладимый отпечаток на ней, дав ей нечто из присущего индусу философского и отвлеченного взгляда на жизнь. Позднее, в Древнем Египте, среди его практического и счастливого народа, не отдававшегося мечтам, она развивает другую сторону своей природы. И если бы человек родился арабом в самом сердце пустыни, неужели та пустыня не оставила бы на его душе своего отпечатка, снабдив его тонкую чуткостью, ощущением невидимой жизни в природе и ее величия? В качестве иранца, рожденного в цивилизации, направляющей его усилия к успеху путем торговых предприятий, он должен был научиться изобретательности и инициативе и честному ведению своего промысла. Затем, как кельт, возможно, грек в Афинах, какое новое восприятие жизни возникнет у него, уверенного, что боги повсюду, как на воде, так и на суше, уверенного в своем божественном происхождении, рожденного для того, чтобы преобразить жизнь в искусство, имея идеалом всестороннее знание, которое развивает цельность природы и здоровое настроение сердца. Как римлянин, твердый в уверенности, что религия, семья и государство представляют одно, с глубоким чувством законности и готовностью подчиняться закону, чтобы научиться искусству управлять. Либо, как француз или итальянец, чутко и быстро отвечающий на эмоции, увлекающийся идеями, как идеями, помимо всяких материальных соображений. Или же, как ирландец, быть может, как потомок Таута де Данаан, с его мечтательностью и интуицией, с его экзальтацией, чередующейся с грустью. А затем, рожденный как представитель тевтонской подрасы в Скандинавии или Англии, или же в Америке, какие новые способности может приобрести его душа в добавлении к уже имеющимся свойствам? Практичность и благодаря научным исследованиям способность сверхличного суждения, добросовестность в деловой сфере и индивидуализм. А разве Бетховен, Вагнер и Шекспир не дадут ему нового понимания жизни? В будущей подрасе, шестой, возникающей теперь в Австралии, Новой Зеландии, Америке и других новых местах, мы можем уже предсказать некоторые качества. Чувство братства и новое понимание отношений между родителями и детьми, сотрудничество в делах и в материальной эволюции, интуиция, умение подходить по-новому к мировым проблемам, освобождение от традиций старого мира, любовь к солнечному свету, свежему воздуху и ко всему, что сближает людей. Представим себе также, как различны должны быть опыты души в тех же самых подрасах, если она воплотится в тело женщины, выполняя женские обязанности. В ней разовьются новые чувства и новые точки зрения, без которых душа была бы, наверное, беднее. И так как человек должен обладать не только качествами, присущими людям различных положений и состояний, но и качествами, присущими разным полам, то он воплощается то в мужском, то в женском теле. Число воплощений мужских или женских зависит от способности души претворять добрый жизненный опыт в способности. Обычно бывает не более 7 и не менее 3 воплощений подряд в одном поле. Так возвышаются и падают цивилизации, развивая в людях то или другое качество. Но в основе всего — процесс перевоплощения. Цивилизации появляются и исчезают только для того, чтобы стать для нас полем опыта, дать нам новые переживания в различных жизнях. Они создаются из праха,
Им дается сыграть свою особую роль, и затем или погружаются в пучины морские, или разрушаются в огненном катаклизме. Но все они служат только сценами в драме, начертанной логосом для нас, дабы хорошо и верно, исполняя в них наши роли, мы смогли бы когда-нибудь уподобиться и ему. Человек проходит поочередно через все эпохи и расы, через все культуры, через все общественные положения, для того, чтобы своим собственным усилием, своим собственным творчеством развить до полноты все те божественные свойства, которые заложены в нем как возможности. Каждая смена жизни, подобно лекарству, исцеляет какую-то нездоровую сторону человека. Не будет сиять камень недостаточно отшлифованный. Великие воплощения иногда сменяются как бы незаметными, кто знает, какой ценой предмет должен быть найден во время трудного пути. Царь может оказаться чернорабочим, и сапожник — сенатором. Смена воплощений по основам психическим, но не по земным отличиям. Знатные воплощения чередуются с трудовыми. Трудовое воплощение может повысить сознание превыше всех владык мира сего. Все области тяжкого труда полны наслаждений. Гонимые научатся большему, нежели гонители. В. Встречаемся через века. Каждая душа развивается под влиянием своей собственной отдельной вечности, но она следует по пути к осуществлению своей божественности не одна, но совместно с другими душами, которые она учится любить. Истинная связь любви между ними сохраняется навсегда, и каковы бы ни были их земные оболочки, истинная любовь пробьется через них, как искра, от одной души к другой. Физическое родство не так важно. Сила истинной любви всегда проявится как любовь и служение, каков бы ни был земной проводник души, намеченный для нее владыками кармы. Проследим два примера таких встреч, разделенных веками, две легенды о вечной любви. В первом примере души Л, К и Б связаны между собой тесными узами любви, выкованными за многие прошлые жизни. Л и К принадлежат к тем типам душ, которые имеют 1200-летнее пребывание в потусторонних мирах, тогда как Б принадлежит к типу, имеющему промежуток лишь в 700 лет между двумя жизнями на Земле. Ясно, что и Л, и К не могут участвовать во всех жизнях Б. В течение того времени, когда Б имел 31 воплощение, Л имел их только 20, а К — 24. Л встречает Б, и они становятся мужем и женой, но в этой жизни они не встречают К. Когда Л рождается вновь, он становится мужем К и шурином Б. Но в промежутке Л и Б оба имели по одной жизни, в которой они не встретили К. В течение 31 жизни Б встречает Л 12 раз, тогда как Л и К вместе он встречает всего только 8 раз. Связь между Л и Б особенно сильна. Каковы бы ни были физические взаимоотношения, как мужа и жены, или жены и мужа, или как брата и сестры, или как влюбленных, которым не улыбается судьба, и они не могут вступить в брак, всегда душа говорит душе. В одной из жизней К в женском воплощении усыновляет маленькую девочку Л. Позднее Л в мужском воплощении усыновляет маленького мальчика К. Во втором примере можно проследить, как различно проявляются узы любви, существующие между субъектами Р и Д в течение 14 жизней, когда они встречаются. Когда Р меняет пол и 2 раза воплощается женщиной, любимый ею субъект в первом случае воплощается как ее сын, во втором — как ее муж. Когда Д меняет пол и в течение 3 жизней воплощается мужчиной, он в 3-й жизни встречает Р, тоже мужчину, и между ними возникает чувство необычной взаимной симпатии и дружбы. В другом воплощении Р — священник, и к нему приносят маленькую девочку-сиротку Д для посвящения в храм.
Через короткое время между ними возникает чувство горячей дружбы, и священник становится ее духовным отцом и руководителем. Затем является жизнь, когда они вновь муж и жена. В двух следующих жизнях любовь вновь загорается в их сердцах, но их чувство протекает при тяжелых условиях. Следует жизнь, когда Дэнни встречается с Эр, и лишь в новом воплощении они опять соединяются как муж и жена. В настоящей их жизни они не встретились, но постановлено ли в плане владык кармы жить им врозь или вновь соединиться, все равно узы любви между душами остаются сильными и неразрывными, и несомненно, что они вновь встретятся в следующих жизнях, или как супружеская чета, или как отец и сын, или как друзья. Во всяком случае, они впредь будут встречаться любящими друг друга, способными проявлять всю многогранность любви, которая выражается преданностью и самопожертвованием ради любимого, независимо от проводников, которые им будут присуждены владыками судьбы. Г. Накопляем сокровища. Цель многообразного опыта многочисленных жизней человека — раскрытие разнообразных сторон нашего сознания, полное выявление скрытых в нас, в потенциальном состоянии, силы, красоты и величия, которыми единая жизнь наделила каждого из нас. Индивидуальность человека слагается веками в продолжении его многочисленных жизней, его стремления, его способности есть результат накоплений прежних жизней. Новая жизнь на Земле дается ему для того, чтобы он усовершенствовал свою индивидуальность, чтобы прибавил нечто положительное в чашу накоплений. В этом смысл человеческой жизни на Земле, и в этом цель перевоплощения. Наблюдаемая разница в способностях есть результат большего или меньшего развития, большей или меньшей зрелости человеческой индивидуальности. Резкие различия в умственных и нравственных задатках, которые постоянно встречаются внутри семьи, объясняются тем, что умственные и нравственные качества принадлежат самой индивидуальности. Среди духовных странствований человек накопляет свой груз, который хранит среди своего сознания. В детском возрасте уже проявляются сведения и наклонности, которые нельзя объяснить никакими другими причинами, кроме прежних накоплений. Наслоение наблюдений за многие жизни, сложенные в глубине сознания, называется спящей мудростью. Так называемый дар распознавания не есть дар, но следствие трудов и опыта. Распознавание приобретается многими накоплениями. Воображение есть отражение прежних опытов. Человек познал многие положения и тем утончил суждение свое. У некоторых людей чрезвычайно развита терпеливость, тогда как другие совершенно лишены этого качества. Причина в том, что обладатель терпения укрепил его во многих жизнях. Терпение принадлежит качествам особенно трудно заработанным как в земном, так и в тонком пребывании. Таким образом, терпеливый человек есть многоопытный труженик, но нетерпеливый есть новичок в жизни. Весь опыт прежних жизней и знание их сохраняется в чаше, одной для всех воплощений, которые находятся в неприходящем теле, в бессмертном человеке. Помнить о своих прежних жизнях может лишь человек высокого духовного развития. Лишь для ученика-учителя мудрости наступает однажды такой момент, устанавливаемый учителем, когда для него становится доступным понимание многих тайн, в том числе и тайн своих прежних жизней. Каждый человек носит и в себе тайну. Лишь редко приоткрывается завеса прошлого в земном существовании. Только перейдя за грань земли, человек просветляется в познании части своей тайны. Замечателен процесс, когда открывается чаша накоплений, память внезапно озаряется, и прошлое встает во всей справедливости. Нетленное накопление может оказаться истинным сокровищем. Преждевременное знание воплощений очень вредно для восходящего духа, потому они так мудро скрыты природой, действующей всегда и во всем законом целесообразности.
Часто преждевременное знание своих воплощений может остановить дальнейшее восхождение, ибо оно может ввергнуть дух в бездну отчаяния, в случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом, или же усилить самомнение, одно из самых преграждающих качеств. Потому следует благословлять мудрый покров тайны. Тем более, что по мере восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения, и смысл их становится ему понятен. В сущности, не все изглаживается из памяти человека, когда он появляется для новой жизни на земле. В первые годы жизни многие дети полны воспоминаниями о прошлой жизни, также и о пребывании между земными жизнями. Иногда они пытаются рассказывать о себе странные вещи, на которые не обращают внимания или относятся как к фантазии. Кое-какие воспоминания из прежних жизней бывают и у взрослых людей. Когда человек бывает поставлен в условия, аналогичные тем, которые были с ним однажды в одной из прежних его жизней, то по ассоциации идей он может вспомнить подходящее событие из прежней жизни, соответствующее обстановке текущей жизни. Не все способны только дать правильную оценку такому воспоминанию. Человеческая эволюция есть эволюция сознания. Можно сравнить эволюцию человеческого существа с ожерельем, каждая буса которого есть одно из физических проявлений, нанизанное на нить духа. Но ближе представить себе эту эволюцию как сложную настройку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней, но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. Промежутки воплощений можно называть сном или днем. В прошлом, может быть, это сон, в будущем, может быть, день. Это зависит от успеха эволюции. Мы не умрем, но изменимся. Как же еще яснее сказать о вечной жизни? Неумирающий человек, феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Жизнь не прекращается. Поняв это, совершенно изменится отношение к земному существованию. Зная всю непреложность и вечность жизни, можно эту ценность положить на чашу весов. Только познанием краткости пути здешнего можно понимать величие беспредельности и научиться совершенствованию духа. Лишь понимание единства пути заставит людей жить красотою и умирать как путники, продолжающие свое странствование. Беспощадный рок судьбы превратится в зов космической жизни. Шестая легенда. Закон космической справедливости. А. Загадка судьбы. Говорится, от судьбы не уйдешь. Кто распоряжается судьбой человека? Кто наделяет одних людей счастьем, а других страданием, иногда на всю жизнь? Почему одни, родившиеся в рубашке, которым все в жизни удается, а другие — бедные Макары, на которых все шишки валятся? Почему одни здоровы и красивы, а другие калеки от рождения и безобразны? Почему такое неравенство в удаче и неудаче, такой произвол в счастье и несчастье? Наблюдая жизнь, можно прийти к выводу, что в мире нет справедливости, ибо сплошь и рядом мы видим, как страдают люди хорошие, а наслаждаются жизнью недостойные. Часто говорится о незаслуженном счастье и страдании. Но неужели в космосе, где все так стройно, так целесообразно и закономерно, неужели в таком космосе царит произвол и случайность, когда дело касается жизни человека? Врожденное чувство справедливости в человеке протестует, восстает против такой явной несправедливости в жизни людей. Легенды Востока говорят, что о несправедливости в дарах судьбы рассуждают те, кто имеет в виду только одну данную жизнь человека. Легенда утверждает, что нельзя выводить суждения о случайности и произволе в космосе лишь по одному отрывку из вечной жизни человека, только по последнему его воплощению. Они говорят, что все будет понятно, что
Все станет на свои места, если проследить жизнь человека в его прошлом, если рассмотреть ранее прожитые жизни его. Утверждается, что наша теперешняя жизнь есть точный результат наших предыдущих жизней. Так как наше неведение затемняет наше зрение относительно прошлого, события кажутся нам как бы появляющимися из пустоты, как бы случайными, но это иллюзия, и происходит она от недостатка нашего ведения. Люди, незнакомые с космическими законами, не видят, из каких причин исходят жизненные события, а результат неизвестных им законов считают хорошей или дурной судьбой. Много жизней человек прожил на земле, и в них он думал, желал, действовал, то по-хорошему, то по-дурному. Он создавал силы, которые помогали или задерживали как его, так и других. Каждый из нас, когда вступает в эту жизнь, приходит из далекого прошлого, обнимающего многие жизни, и когда мы беремся снова за нашу земную задачу, мы приносим с собой нашу судьбу, такую, какую мы сами создали. Легенда настаивает, что случайностей в мире нет, что все происходящее связано с предыдущей причиной, что мир, в котором мы живем, все же есть мир закона, справедливости и порядка. Б. Что посеешь, то пожнешь. Да, малой земной справедливости нет, но зато существует великая космическая справедливость. Эта космическая справедливость осуществляется законом причин и следствий, законом кармы. Это есть безошибочный закон воздаяния, который говорит, что посеет человек, то и пожнет. Согласно этому закону, страдающие в жизни и наслаждающиеся жизнью одинаково пожинают плоды того, что они посеяли. Если человек живет счастливой жизнью, то он заслужил ее прежней хорошей жизнью, а если он ведет жизнь недостойную, то он готовит себе будущее страдание. Космическая справедливость воздает каждому по делам его, и есть обратный удар: за добро добром и за зло злом. Это воздаяние людям за их поступки производит космический закон. Око за око и зуб за зуб. Как аукнется, так и откликнется. Как постелишь, так и выспишься. Не плюй в колодец, придется воды напиться. Эти изречения народной мудрости относятся к закону кармы. Судьба человека складывается его делами, по которым закон кармы являет соответствующие результаты. Следствия поступков, слов, желаний и мыслей человека неизбежно возвращаются к нему, либо в виде наказания и страдания, либо в виде счастья и радости. Карма есть порождение человека. Вся его жизнь есть результат его кармы. Следовательно, человек исключительно сам творит свою судьбу. Когда человек кричит «За что?», он не думает ни о прошлом, ни о будущем. Он ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам суровым наказанием себя карает. Человек не должен обвинять небеса и судьбу за явную несправедливость, царствующую среди человечества. Он сам свой спаситель и разрушитель. В. Задолжал — расплачивайся. Легенда говорит, что ничто не проходит бесследно. Каждый поступок человека, каждое слово, каждое его желание, даже каждая мысль запечатлеваются автоматически на невидимых нам скрижалях. Все заносится в книгу жизни человека, и за все раньше или позже приходится отчитываться. Таким образом, ничто не может коснуться человека, чего бы он не заслужил сам. И недостаток памяти и знания с его стороны не может воспрепятствовать выполнению закона. Ни в каком случае человек не может пострадать, не заслужив того. Не извне приходит то, что принято считать кармой. Вредящий прежде всего вредит себе. Откуда столько несчастных? Они перевоплотившиеся предатели, воры, убийцы. Обычно в сумме их найдутся старые долги. Явно несут они плату. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул: «Благодарение! Очевидно, могу заплатить древние долги». Император, прозванный Золотым, ужасался:
Роскошь преследует меня. Когда же смогу заплатить долги мои? Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате своих долгов. Они понимали, что бывшие жизни, наверное, не обошлись без задолженности. Часто легкая карма является тяжким испытанием, ибо чрезвычайно редко, чтобы человек мог подняться среди благополучия на следующую ступень духовного совершенствования. Лучше быть платящим, нежели получающим, ибо каждая плата кончает прошлое, между тем, как получение может снова связать. Человек может идти по своему пути так, как он находит нужным. Кто пошел по правильному пути, тот и придет к цели. Каждое искривление отнесет от прямого пути. Когда путник заблудился в зарослях, ему приходится преодолевать многие препятствия. Избыток самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые приходится расплачиваться. За каждой ошибкой неизменно будет следовать страдание, до тех пор, пока человек не поймет, что нарушать космические законы нельзя. Страдание есть главный учитель человечества. Человек, не знающий космических законов, не сообразуется с ними и, направляемый эгоистическими побуждениями, совершает поступки, которые причиняют ему страдания. Таким образом, незнание космических законов является для человека источником постоянных страданий. И до тех пор, пока он этих законов не будет знать и будет их нарушать, он будет страдать, ибо будет сознавать свою плохую карму. Наблюдая жизнь людей во всем мире, не будет преувеличением сказать, что в большинстве этих жизней больше плохой, чем хорошей кармы. То есть, что в общем больше утомительного труда и печали, чем счастливой деятельности и радости. На современном уровне человеческой эволюции в запасе собранных всеми нами сил заключается больше страдания, чем удовлетворения и радости. Наш дурной баланс превышает хороший, ибо в прошлых наших жизнях мы не хотели руководствоваться мудростью, предпочитая вести эгоистические жизни, не заботясь о том, вредны ли мы кому-нибудь нашим эгоизмом. Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного рода коллективы. Создавая свою карму, человек связывает себя при этом с другими людьми, становясь таким образом членом различных групп: семейной, национальной, расовой. Как член этих групп он участвует в карме каждого коллектива. Поэтому, кроме своей индивидуальной кармы, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, народную, государственную, общечеловеческую. Групповая карма образуется действиями и стремлениями к достижению какой-нибудь цели семьей, обществом, определенным классом, партией и так далее. Все, принимавшие участие в образовании подобного рода кармы, должны будут встретиться не только со своими противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были ими же завязаны. Карма больших коллективов, как народ и государство, ввергает народы в такие коллективные бедствия, как война. Г. Пути создания кармы. Некоторая часть кармы, которую человек создает в своей текущей жизни, погашается в той же жизни. Остальная часть откладывается до того времени, когда создадутся условия для ее погашения. Таким образом, по времени исполнения карма бывает зрелая. Это та часть из общего количества нажитой кармы, которая владыками кармы определена к изжитию в текущей жизни, и поэтому она неизбежна. Накопленная — это такая, которая по разным причинам не могла быть ни изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых условий. Эта карма всегда доступна изменению. Зарождающаяся — это та карма, которую мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в продолжении текущей жизни. Это посев для будущего. Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут быть изжиты в одном и том же теле, но требуют различных физических тел для своего проявления. Иногда образуются обязательства по отношению к каким-нибудь людям, которые для этого должны снова встретиться.
Иногда карма должна осуществляться среди определенного народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было положено основание для подобного рода кармы. Поэтому для каждой души при ее воплощении делается тщательное прилаживание условий жизни. Это производится владыками кармы, теми невидимыми разумными существами, которые управляют великим законом космической справедливости. В плане логоса они действуют как распределители кармы. С всеведущей мудростью владыки кармы выбирают и соединяют различные части кармы человека, чтобы образовался общий план данной его жизни. Они не вознаграждают и не наказывают. Они только приспосабливают собственные силы человека, идущие из его прошлого, так, чтобы его карма содействовала его движению вперед в эволюции. Чтобы не дали владыки кармы человеку радость или горе, благополучие или несчастье, они имеют в виду только истинную цель человека, которая на настоящей его стадии состоит не в том, чтобы быть счастливым или несчастным, но чтобы прогрессировать по линии, намеченной планом эволюции. Так владыки кармы распределяют карму людей. С бесконечным состраданием и с бесконечной мудростью, но не отступая ни на волос от справедливости. Они строят для одной души тело, подходящее для гения, а для другой тело, подобное бревну. И не их дело заботиться о счастье или несчастье человека, его добром или злом характере. Их единственная забота — подвести человека на шаг дальше по пути эволюции. Содействие и затруднения, радости и горести, возможности и лишения — вот кирпичи, которые готовит эго для своей временной обители. Владыки кармы не прибавляют ничего и не отнимают ничего. Они лишь распределяют силы, творимые душой, так, чтобы конечная цель человека была бы достигнута, возможно, скорее в период прохождения им цикла рождений и смертей. Создавая карму, мы имеем дело с силой и ее последствиями. Сила та принадлежит или плотному миру действия, или тонкому миру желания, или огненному миру мышления. Мы пользуемся всеми тремя видами силы. Устремляясь, мечтая, думая, желая, действуя, мы приводим в движение силы всех трех миров. С каждым поступком, с каждым желанием и с каждой мыслью человек меняет свое отношение к космосу и отношение космоса к себе. В сущности, вся карма имеет свое начало в мысли человека. Карма творится, утяжеляется и облегчается главным образом мыслями. Мысль — наиболее могучий фактор в создании кармы. Именно наши побуждения и мысли творят карму, а поступки — факторы второстепенные. Мотив гораздо важнее, чем сам поступок. Поэтому люди слагают большую карму не внешней, а внутренней жизнью. Внутренняя жизнь влияет на карму во 100 крат больше. Любое преступление является только малой частью внутренней подготовки, которая бывает часто очень длительной. Д. Как жить, чтобы святу быть? Если закон кармы есть закон возмездия, то надо ли брать на себя исполнение этого возмездия? Легенда предупреждает, что сам человек не имеет права брать на себя выполнение закона кармы, ибо этот закон не приложен сам по себе. Человек не должен мстить за причиняемую ему несправедливость. Этим ведает высший суд, закон кармы. Слова «мне отмщение» и «аз воздам» относятся к закону космической справедливости. И кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть заслуженный обратный удар кармы? Возвращая же этот удар с местью в сердце, мы тем самым не только не исчерпываем свою карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Поэтому мы должны прощать нашим личным врагам, иначе мы не выйдем из заколдованного круга кармы. Легенда говорит, что уничтожение земного врага посредством убийства есть создание сильного врага в тонком мире. Древние говорили врагу: если убьешь, тем хуже для тебя. На небе битва удобнее, и там поражу тебя. Так своеобразно выражали древние вечность жизни и непреложность кармы.
Но противиться злу мы должны, указывает легенда. Противление злу есть необходимое условие эволюции. Есть много способов противиться злу, не усугубляя карму, прежде всего силами духа. Отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, по существу во 100 крат мощнее. Долг каждого духовно развитого сознания всегда быть на страже и по мере сил пресекать зло. Человек призван к мировому строительству посреди хаоса и должен воспитывать в себе мужество вечного дозора и участие в космической битве, неустанно происходящей вокруг него. Если он не хочет, чтобы его затопили волны хаоса, он должен быть всегда готов противостоять всякому закону. Мы не можем стать непротивленцами злу, не став в то же время предателями всего человечества. По мере того, как изживается жизнь человека, карма погашается. Но в то же время создается новая карма. В зависимости от мудрости человека будет и качество этой новой кармы. Если его страдания научат его безропотности и симпатии, если его горести и тревоги побудят его исправить содеянные им ошибки, если он заплатит свои кармические долги разумно, в таком случае его новая карма будет хорошей, а не дурной. Но если он ожесточится и вследствие этого причинит бедствие другим, в таком случае его карма будет плохой. Человек, удрученный всевозможными горестями и несчастьем, не должен роптать на своих ближних и на отсутствие справедливости, ибо суть его затруднения — результаты его же прошлых ошибок и прегрешений. Надо принять их стойко, с покорностью и смирением, и таким отношением устранить от себя многие тревоги и мучения, которыми не знающие закона еще более усиливают бедствия своей жизни. Будущее человека зависит от его собственных усилий, и тот же закон, который несет ему страдания, принесет ему с такой же неизбежностью радость, если он посеет добрые семена. Человек сам делает свою карму, создавая одинаково как свои способности, так и свои ограничения. И действуя этими созданными им же самим способностями и сталкиваясь с вызванными им же самим ограничениями, в его власти усилить или ослабить свои способности, расширить или сузить свои ограничения. Цепи, связывающие его, скованы им самим, и он может либо распилить их, либо стянуть их еще сильнее. Таким образом, мы все господа нашего завтра, как бы мы ни были стеснены сегодня результатами нашего вчерашнего дня. Нерушимость и неизменность космических законов является необходимым условием для верного успеха и для ясного предвидения своего будущего. Человек может сделаться господином своей судьбы только потому, что он живет в мире, управляемом законом, где знание может дать человеку проникновение в деятельность своей души и силу направлять свое будущее, строить и личный свой характер, и будущие условия своей жизни. И тогда знание закона кармы становится для него силой, поддерживающей, поднимающей и вдохновляющей. Обычно большинство из нас, выплачивая кармические долги, создает себе смешанную новую карму, соединяющую хорошее с дурным. Но у более мудрого из нас будет большее количество хорошего, чем дурного. В сущности, пока человек не отнесется сознательно к плану эволюции, не может быть для него больших перемен из жизни в жизнь. Подъемы и падения удачной и неудачной судьбы, горести и радости чередуются в изживаемых жизнях. И только тогда, когда человек определенно решается следовать плану Логоса, жить не для себя, а для своих собратьев, тогда начинает ускоряться его эволюция. Тогда его прогресс становится быстрым, увеличиваясь как бы в геометрической прогрессии. Мы не должны воображать, что судьба, выбранная для индивидуума, не поддается изменению. Человек может изменить свою судьбу, реагируя на обстоятельства необычным образом. Безудержным устремлением вперед, к совершенствованию, человек может свою карму обогнать, и она его не настигнет. Остановившийся в своем развитии получает полный ливень кармы.
Когда человек, стремясь к совершенствованию, развивает свои духовные силы, направляя их на пользу эволюции и для блага ближнего, он не только погашает всю свою карму, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. Силы света, в силу закона свободной воли, не вторгаются в кармы человеческие. Но, повинуясь другому великому космическому закону, закону жертвы, они часто принимают на себя карму человеческих ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от тяжести его кармических последствий. Они являются, как Христос, теми искупителями, которые время от времени появляются в мире, чтобы дать необходимый толчок эволюции человечества планеты.